вас звук. Мы начинаем запись. I will start introducing our company and ourselves and you and then the team, if you don't mind. Okay. Absolutely. Добрый день еще раз, друзья. Мы начинаем наш третий вебинар этого лета. Меня зовут Таисия Мортенсен, и я, с вашего позволения, представлю вам компанию Zinpro Corporation или Zinpro International, как мы называемся в России. Компания в России представлена около 3 лет, и мы занимаемся микроэлементным питанием и кормлением животных производственных. Это и свиньи, и птицы, и, конечно, нас с вами очень волнует КРС, мясное, молочное. В основном молочные стада, но и мясные животные, и мясные проекты тоже у нас есть. Компания Zinpro Corporation имеет историю около 50 лет. В следующем году будет юбилей. Представлена, создана в Америке. И наши, конечно, ключевые микроэлементы имеют уникальную запатентованную формулу. Основным фокусом является цинк-метионин и остальные микроэлементы, которые последовали за цинком. С нашей точки зрения, с нашей стороны, в России компания КРС Dairy, как мы называемся, представлена 3 специалистами. Это недавно присоединившийся к нам Александр Родионов. Это, наверное, многим из вас известная Ольга Гусева. И я, Таисия Мортенсен. Сегодняшний вебинар очень интересен, для меня лично, потому что мой опыт, как, может быть, многие вы знаете, последние 3 года посвящен телятам непосредственно. И я с большим удовольствием хочу сначала сама представить, потом дам слово нашему спикеру. Спикером сегодня является доктор Адам Гейгер, наш высокоэкспертный научный специалист по кормлению молочного скота и, в частности, телочек и бычков в молочную фазу, то есть это молодняк до продуктивности, до молочной продуктивности. Что еще хочется сказать? Если у вас есть вопросы, еще раз напоминаю вам, что вы можете с правой стороны, если вы смотрите на компьютере, или нажав на облачко, если вы смотрите с телефона, появится чат, и при выборе, при написании сообщения вы можете выбрать, кому вы пишете. У кого-то вот уже получается, вы можете писать всем all panelists или all attendees. Если вы хотите написать лично, вы выбираете человека или модератора, кому лично вы хотите написать. Я очень рекомендую вам писать вопросы всем, чтобы вы могли также в чате отвечать друг другу на вопросы. Помимо Адама Гейгера с нами сегодня присутствует в чате также Хью МакКонахи, который уже провел для нас с вами вебинары по транзиту и по воспроизводству. Если у вас есть вопросы, связанные с этими аспектами, к ним, я уверена, что он также будет с удовольствием готов, может быть, ответить на эти вопросы. So, Adam, I presented the company and I presented our Russian team and briefly introduced you as our speaker. But I would also like you to say a couple of words about yourself and how long are you with the Zinpro and the subject of today's webinar. Okay, I can do that. Thanks, Tasia, for everything you said. As Tasia said, my name is Adam Geiger. I live in the southern part of the United States in a region called Georgia. And I have been with Zinpro for about 3.5 years. My role has sort of been more international focused. So I think I've made 5 or 6 trips to Russia and Belarus, focusing on calves and heifers, on hoof trimming and lameness, on nutritional management and cow comfort, things like that. And I'm sure Hugh said something similarly, but I will definitely look forward to the opportunity to be able to start traveling again, getting back to Russia and other places, meeting people, helping cows and all of that. So that's the introduction on me, I guess, Tasia. Thank you. Адам всех вас приветствует, друзья, представляет себя, спикера нашего зовут Адам Гейгер. Он с компанией Zinpro уже более 3,5 лет, и
сам территориально находится сейчас в США и проживает в США и работает из США, из штата Джорджия, это юг США, но внутри компании Zinpro представляет наш международный отдел научных разработок по кормлению, поэтому работает по всему миру. И несколько раз был в России за последние годы, 5-6 раз, это была и Россия, и Беларусь. То есть Адам представляет наши с вами проблемы и фермы, как мы работаем, какие модели сельского хозяйства мы используем. В основном во время визитов, конечно, внимание уделяется не только телятам, это и проблемы хромоты, и воспроизводства, и молочной продуктивности, и соматики, но именно у Адама фокус больше нацелен на молодняк, на молочных телят в молочную фазу и на все, что можно сделать, чтобы улучшить комфорт и организацию менеджмента молодняка до того, как они становятся продуктивными коровами. Yes, I have translated pretty much everything. Okay. And so today what we're going to talk about is raising calves and heifers, and more specifically, we're going to kind of talk about how the decisions we make early on in the calf's life are going to impact that calf and determine how successful that calf will be as a cow in the milking herd. Сегодня мы с вами сфокусируемся на молодняке и более подробно на том, какие решения мы с вами принимаем ежедневно с точки зрения менеджмента и как эти решения в том или ином отношении, что мы делаем с молодняком, как мы их выращиваем, как они отзываются нам уже на молочных дойных коровах позднее, когда эти телята вырастают и присоединяются к продуктивному молочному стаду. All right. So when we talk about raising calves and heifers, I think the first thing we have to do is define success. We want to raise this calf to be a cow in our milking herd. How can we do that successfully? Прежде чем мы начнем, давайте о терминологии и с основными вопросами, да, что мы хотим от этих телят. Мы хотим, чтобы эта телочка, родившаяся у нас на ферме, выросла в продуктивную будущую корову с большим количеством молока. Как же нам этого добиться успешно? Что нам нужно для этого сделать? So when we talk about this, I like to set the stage a little bit. So let's think about this person here on the bottom right. This is the owner of a dairy. What is successful calf and heifer raising to this person? This person probably wants to do it cheaply. Sorry, you want me to continue? This person probably wants to do it cheaply. They want to keep a lot of calves alive. But most importantly, they want to keep costs low and efficient. Давайте определимся с сценой нашего сегодняшнего шоу. Если мы посмотрим на слайд, справа внизу стоит человек. Это собственник дойного стада, молочной фермы. Что он хочет, какие у него стоят задачи? Конечно, в первую очередь это затраты. Наша первая с вами цель сделать это как можно больше сэкономить и сделать это эффективно. При этом большую часть стада или большую часть телят, рождающихся, мы, конечно, хотим сохранить живыми, чтобы они дошли до молочной продуктивности. И дальше, конечно, эти два аспекта складываются в некий баланс эффективности. То есть как наиболее дешевым, но оптимальным способом вырастить большое количество животных. So this person up here, this is the person feeding the calves. I was born and raised in a place that has a very similar climate to Russia, parts of Russia, where it can get very, very cold, negative 30 degrees Celsius. What's success when you're feeding calves when it's negative 30 degrees Celsius? Probably getting done very, very quickly, getting back into a building where it's warm. So for somebody, that's just an example, but for the person feeding the animals, success is probably more about labor efficiency. Если мы посмотрим на девушку, которая кормит телят, это, скорее всего, наемный сотрудник, да? Это специалист, зоотехник или телятница, которая занимается обслуживанием телят. Адам говорит, я сам вырос в климате очень похожем на Россию,
и много лет провел, выращивая животных на ферме, молочных коров и, соответственно, телят, и прекрасно понимаю, какие усилия прикладываются для того, чтобы выкормить, выпоить, поднять этих телят. Соответственно, наверное, для вот девушки на фотографии, которая является, скорее всего, наемным сотрудником, успех, в чем заключается успешное выращивание телят? Это скорее про эффективность менеджмента и эффективность трудовых ресурсов. Как это сделать наиболее эффективно? Потому что если на улице минус 30 или минус 35, конечно, телят хочется выкормить как можно скорее и как можно скорее вернуться в теплое помещение, исходя из собственного комфорта. Now think about the calf, right? When we talk about the calf, the definition of success to the calf is being well fed, being healthy, and being protected from the environment. И если мы посмотрим, конечно, уже на саму телочку, что с точки зрения теленка важно? Теленок хочет быть здоровым, теленок хочет быть защищен от окружающей среды, от холода, от влажности, от жары. Теленок хочет, чтобы его поменьше трогали, чтобы у него было достаточно пищи для того, чтобы расти. So the reason I say this is that I think it's very important for us to first set the definition of success. We're going to talk about success from all three perspectives today, but truly we have to look at it from all three perspectives at the same time in order to be as efficient as possible and raise the best calf possible. И, конечно, сегодня мы посмотрим на то, что такое успешное выращивание молодняка со всех этих трех точек зрения. С точки зрения собственника, директора, с точки зрения сотрудников, которые обслуживают телят, и с точки зрения самих животных телят. И Адам говорит о том, что успех достигается только тогда, когда мы смотрим на комбинацию всех этих трех факторов. So the most common misconception about raising calves is that the moment that calf is born, that's when management of that calf starts. Actually, it starts much earlier than that. Самая большая ошибка или распространенный миф наших с вами ферм и людей, которые работают на хозяйствах, очень часто заключается в том, что менеджмент телят начинается с момента рождения вот этого теленка. Это, конечно, не так, потому что менеджмент и обслуживание телят начинается намного ранее. And so what I'm about to talk about could be its own presentation, and I'm going to talk about it in 2 slides. But we need to understand that our impact on the calf starts before she's born. То, о чем Адам сейчас будет говорить, может растянуться на одну отдельную длинную презентацию вебинар, но мы об этом поговорим в 2 слайдах. Нужно понимать, что жизнь теленка начинается намного раньше, чем мы видим рожденного теленка живьем, который рождается при отеле из мамки. So what we're looking at here is an egg inside of an ovary of a cow, and this bright flash that you keep seeing repeating right here, that is the moment of fertilization, the moment the sperm fertilizes the egg. На видео мы с вами смотрим на яйцеклетку, и вот эта яркая искра, которую вы видите, это момент, когда яйцеклетка осеменяется сперматозоидом, когда зарождается жизнь конкретного эмбриона или конкретного теленка. And so scientists can measure this, it's called a spark. Scientists can measure this spark. And what this spark is it's actually a release of zinc. The moment fertilization occurs, there is a zinc release. And scientists can measure how bright that is, and it's called the zinc spark. Эта искра называется цинковая искра или искра цинка. Сейчас ученые дошли до того, что силу вот этой искры можно измерить. То есть от наличия цинка и яркости этой искры зависит будущее этого конкретного теленка. And the brighter that zinc spark, the more likely that calf is to be born alive.
So we know that even before the calf has become an embryo, before the moment of fertilization, the zinc content of the cow is going to impact that calf and her future and how healthy she can be. Научные исследования говорят нам о том, что чем ярче вот эта искра цинка в момент осеменения яйцеклетки, тем больше шансов, что теленок родится живым. Соответственно, мы с вами должны понимать, что чем больше в организме коровы накоплено этого цинка, который можно выделить на новую жизнь, тем больше шансов говорить о многоплодии, да, или о жизнеспособности следующего плода. So that's just one example of how decisions we make in early life impact the calf. Here's another one. Вот еще одна картинка, это как раз одно из тех решений, когда мы думаем с вами о менеджменте молодняка, когда он начинается, да, мы должны думать намного раньше. What we're looking at here is a dairy farm in Japan. This is the room where all calves go when they're born. It has its own set of issues that we don't have time to talk about today, but let's focus on this front calf. Мы с вами смотрим на фотографию телятника в Японии, о том, как устроены, как организовано содержание этих телят, можно тоже говорить еще один целый отдельный вебинар, времени на это не очень много. Давайте сфокусируемся на первом теленке и на том, что мы с вами видим. So on this farm, about 20% of calves are being born with a leg that looked like this. We call it knuckled or buckled. And this is a clinical sign of a manganese deficiency in the cow that impacted the calf, right? This Около 20... I just need to be able to translate for the guys. Yep, sorry. Около 20% телят на этом хозяйстве рождаются вот с таким диагнозом или вот с таким сигналом. И это называется марганцевая недостаточность, которая зависит от наличия или недостатка марганца у матерей, у коров. So this is another example of how decisions made during the pregnancy impact the calf. This farm had bad water that was interfering with manganese absorption. So when we fed these cows a bale of manganese during the dry period, most of their problems went away. На этом конкретном производстве у матерей наблюдалась достаточно серьезная марганцевая недостаточность. И это было вызвано отчасти качеством воды и отчасти кормлением. То есть при балансировании кормления матерей в сухостойный период с помощью авайло-марганец, и конкретно авайло-марганец, проблема с вот такими копытами, вот такими ногами у телят была решена на этапе контроля. So now let's move on to the first day or two of the calf's life. Decisions we make in the first 24 to 48 hours can either set the calf up for success or failure. Двигаемся дальше. Первые сутки или двое суток жизни теленка. Те решения, которые мы принимаем в эти первые 2 дня жизни, обрекают теленка либо на полный провал, либо на катастрофический успех. So certainly, birth is the most stressful transition an animal ever goes through, right? Конечно же, rождение, да, сам отел, это очень стрессовый период, через который проходит само животное, теленок. Even if the birthing process is normal and not difficult, the calf has to learn how to start breathing on her own. She has to begin to balance her own blood chemistry. Даже если сам отел проходит у нас беспроблемно, то теленку предстоит пройти огромное количество этапов.
Теленку нужно научиться и понять, как это самостоятельно дышать. Нужно стабилизировать или сбалансировать кислотно-щелочной баланс. She needs to start metabolic processes like breathing and digestion. She needs to control her own body temperature, right? Mom used to do that for her. Нужно запустить все обменные процессы, то есть нужно понять, как это вообще и дышать, и какое-то пищеварение начинать включать. Нужно запустить механизм обогрева или хотя бы для начала терморегуляции, потому что до этого момента всеми этими вопросами занималась мать. And we're about to feed her a lot of colostrum, so she has to be able to consume it and digest all those nutrients. И мы уже вот-вот должны напоить ее молозивом, то есть теленок должен, во-первых, принять весь этот объем, а во-вторых, усвоить все питательные элементы из молозива. So at a minimum, we have to obviously feed this calf colostrum. We have to make sure she's born in a clean maternity pen, and we have to make sure her environment is clean and is able to protect her. Ну, как минимум для начала нам нужно обеспечить этому теленку молозиво. Нам нужно, чтобы теленок родился в чистом гигиеничном боксе для отела, и нам нужно обеспечить комфортное, гигиеничное с точки зрения санитарии содержание этого теленка в последующем. Because we want calves born into a clean, sanitary environment, but unfortunately, that's not always the case, right? If a calf is born in this environment, she's going to have problems. Мы, конечно, с вами хотим обеспечить максимально гигиеничную, да, санитарно чистую среду для нашего теленка, но, к сожалению, не всегда у нас это получается, потому что когда телята рождаются вот в такой среде, как вы видите на слайде, то условия совершенно другие. So one thing we can do on farm to assess the environment is to look at ammonia levels in the air. Один из трюков или один из инструментов, который мы можем использовать вообще в принципе на ферме для того, чтобы оценить условия содержания телят, это сконцентрироваться на аммиаке, то есть понять, какая концентрация аммиака у нас присутствует вокруг животных. So I've actually done this in Russia on farm with Olga many times, and what we're doing is we're using these ammonia strips, getting them wet, and we are waving them in the pens to see what the ammonia level is in the air. Адам говорит, мы очень часто это делаем на хозяйствах, на фотографии его руки, когда этот тест проводился на одной из ферм при последнем его визите вместе с Ольгой, нашей коллегой, когда вот эти тестовые полоски используются для подсчета количества аммиака в атмосфере непосредственно вокруг теленка. And this is going to give you a reading in parts per million. У нас единица измерения – это части на миллион. And so our goal is to have less than 5 parts per million of ammonia in the air. Или миллиграммы на кубометр. То есть наша цель с вами – это меньше 5 миллиграмм на кубометр или меньше 5 частей на миллион аммиака в воздухе. And so when we see ammonia levels get over 5 parts per million, we see a decrease in feed efficiency. When we see ammonia get over 10 parts per million, we see a decrease in average daily gain, and we see an increase in likelihood that calves get respiratory disease. Если этот показатель нормы меньше 5 частей на миллион или меньше 5 миллиграмм на кубометр превышает этот параметр, да, если у нас больше 5 миллиграмм на кубометр аммиака в воздухе, то, как следствие, в первую очередь ухудшается конверсия корма. Если этот параметр больше 10 миллиграмм на кубометр, то снижаются среднесуточные привесы и повышаются риски развития всех пневмоний и респираторных заболеваний. And the reason we measure ammonia is a very good indicator for other
harmful gases and airborne bacteria. Почему мы концентрируемся на именно аммиаке? Потому что с его помощью это как очень хороший индикатор наличия других разнообразных патогенных организмов, бактерий, вирусов и всего остального в воздухе. So this is an example of a farm in Wisconsin in the United States of America. Пример фермы в Висконсине, в США. And this is a farm that said we don't have any respiratory problems with our calves. Ферма достаточно стандартна в том отношении, что они, конечно, первое, что сказали, у нас нет никаких проблем с респираторными заболеваниями. But upon visual observation of these calves, handling them, looking at their health scores, and measuring air quality, it was determined that about half the calves in this barn were eligible to be treated in some form for respiratory disease. После визуального обследования телят и исходя из заявления фермы о том, что у нас нет проблем с респираторными заболеваниями, по итогам наблюдения пришли к выводу, что более половины телят так или иначе на протяжении вот этой молочной фазы пролечиваются или имеют необходимость в том, чтобы их пролечивали против тех или иных проявлений, симптомов респираторных проблем. And one reason for this is this farm was looking at milk intake to determine when calves were sick. Every calf is drinking milk. Одна из причин или один из видов, как ферма оценивала, есть у них проблемы с заболеванием, респираторными заболеваниями или нет, они смотрели на потребление молока. То есть теленок пьет, значит, все нормально, проблем нет. Respiratory disease can vary a lot. It's caused by bad air quality, and it's not like digestive disease. Респираторные заболевания все-таки отличаются от пищеварительных расстройств. Респираторные заболевания проявляются по-другому и не так явно выражаются в поведении теленка, как проблемы с пищеварительными расстройствами и диареями. A lot of times, calves with respiratory disease will still continue to drink their milk. Очень часто телята с респираторкой все так же продолжают потреблять все свое молоко, всю норму выпайки. So respiratory disease is just another thing that happens as a result of a poorly managed environment. И респираторные заболевания на телятах являются последствием или результатом не очень оптимально организованной среды проживания и содержания наших телят. And respiratory disease, in terms of impact to the farm, has a massive negative impact. С точки зрения будущего здоровья и продуктивности этих коров, респираторные заболевания на телятах имеют колоссальный массивный эффект, оказывают очень сильное воздействие. So whether you're looking at total days in the milking herd or productive life, however many times a calf has respiratory disease, the more time she has it, the less time she will spend in the herd. Неважно, мы можем с вами смотреть на разные параметры, на, например, общее пожизненное количество дней лактации этой коровы или продуктивность, пожизненная продуктивность по молоку этой коровы, в зависимости от того, сколько и каких респираторных заболеваний эта корова пережила в детском возрасте, оба этих параметра очень сильно меняются в худшую сторону. And there's data out there that shows if we treat a calf for respiratory disease once, doesn't matter how severe, we will lose 500 liters of milk in first lactation. И есть исследования научные, экспериментальные на хозяйствах, которые говорят о том, что если мы пролечиваем нашу молочную телочку в молочную фазу от респираторного заболевания один раз,
мы можем гарантированно считать, что в первую лактацию она потеряет 500 килограмм молока. And so whenever we're talking about the environment, people always think we need to install fans or ventilation tubes to make a difference. Когда мы говорим про окружение, окружающую среду и содержание теленка, первое, о чем люди думают, конечно, это вентиляторы или принудительные воздуховоды, которые нужно делать для комфорта вентиляции телят. And what we're looking at here is the prevalence of respiratory disease, percent of calves with respiratory disease, based off air quality. И So as на air слайде, quality gets worse, respiratory disease goes up. на слайде мы с вами смотрим на качество воздуха в соответствии, в зависимости от количества респираторных заболеваний. То есть чем хуже качество воздуха, тем выше количество респираторных заболеваний. But the difference between this top line and this bottom line is prevalence of respiratory disease when calves have no bedding, which is about 55% of calves with disease, and calves that have a lot of bedding, so about 25%. So Разница, bedding can reduce respiratory disease in half. разница между нижней линией, где написано глубокая подстилка для телят, и верхней линией, где у нас у телят была обеспечена недостаточная подстилка, практически в 2 раза. То есть наличие достаточной подстилки, какую бы подстилку вы ни использовали, для изоляции гнездования, как это называется иногда, телят, в 2 раза может снизить количество инцидентов по респираторным заболеваниям. So this is what we're talking about, dry, deep bedding. That will do more to lower air, bacteria, and ammonia than any ventilation system can. То есть на слайде то, что мы видим по количеству подстилки, это вот такое 3 балла по шкале гнездования или по количеству подстилки у теленка. Именно такое количество подстилки может значительно снизить количество бактерий, вирусов и патогенной нагрузки в воздухе по сравнению с другими инструментами, которые мы можем использовать. And we've done that a lot in Russia. We've focused on bedding management with our calves to reduce respiratory disease. При работе на фермах в России мы очень часто фокусируем наше внимание, коллеги в чате, кто нас знает, подтвердят это, именно на менеджменте подстилки телят в молочную фазу. Это очень сильно может помочь, это первое, что может помочь снижению респираторной нагрузки. Okay, so we've talked about the management of the environment. Now let's talk about feeding colostrum, the most important decision we make for the calf. Вкратце поговорили про менеджмент окружающей среды с точки зрения воздухооборота, воздухообмена. Теперь давайте поговорим про молозиво. Первое, единственно важное, самое главное решение, которое вы принимаете за теленка в жизни. So our goal is to feed high quality colostrum within 2 hours of the calf being born. Наша цель – это накормить теленка высококачественным молозивом в течение 2 жизней от рождения, от отела. Because our goal is to achieve passive transfer of immunity, which is 10 grams or milligrams of IgG per liter or milliliter of serum. Наша задача – это обеспечить пассивную передачу иммунитета или передачу пассивного иммунитета. И мы говорим про 10 миллиграмм иммуноглобулинов на миллилитр. Because what we're looking at here is calf survival in the first 56 days of life. Calves that achieve passive transfer, the orange bar, versus calves that don't in the purple bar, we see 5% more of those calves live
the first 2 months of life. То есть на слайде мы с вами смотрим на график телята, которые получили или не получили пассивный иммунитет от матерей или от молозива. То есть оранжевая линия – это телята, которые получили достаточное количество иммуноглобулинов, больше 10 мг на миллилитр. И мы смотрим с вами на выживание телят в первые 56 дней. То есть к концу молочной фазы телят выживает больше тех, которые получили достаточное количество иммуноглобулинов при выпойке молозивом. So just by a decision we make, and probably about 30 minutes of extra work per calf, we will keep 5% more of our calves alive. То есть только за счет одного вот этого решения о качестве молозива и, может быть, дополнительных 30 минут работы с конкретной телочкой или бычком при отеле, мы обеспечиваем сохранность в дополнительные 5% по итогам молочной фазы. And the impact of feeding colostrum also lasts with the calf for the rest of her life. И воздействие, которое оказывает молозиво, эффект, который теленок получает от выпойки молозивом, длится всю оставшуюся жизнь этой коровы. Here's a study where calves were fed either 2 liters of colostrum at birth or 4 liters of colostrum at birth. Everything was the same after that. Исследование, где телята выпивали 2 литра молозива при рождении или 4 литра молозива при рождении, все остальные условия содержания были абсолютно одинаковыми. Calves fed 4 liters of colostrum at birth produced 2,600 more liters of milk through their first 2 lactations. Телята, которые получили 4 литра молозива при рождении, произвели на 2600 килограмм молока больше за лактации свои. In addition, 16% more of these cows survived to the end of their second lactation. За первые 2 лактации. И в дополнение к этому 16 дополнительных процентов этих коров дожили до окончания своей второй лактации только за счет разницы в количестве молозива. So when we talk about colostrum, there are 5 things we look at. And I've looked at these 5 things in Russia many times. Когда мы говорим о молозиве, мы всегда говорим о 5 ключевых параметрах молозива, и мы очень часто при поездке на фермы говорим именно об этих 5 вещах. So the first thing is quality of colostrum. We can measure that on farm, and it's important to feed high quality colostrum. Качество молозива – это параметр номер 1. На ферме должны быть инструменты для измерения качества молозива, чтобы убедиться, что оно высокое. The second one is quantity of colostrum. We need to feed enough colostrum, and there are entire book chapters dedicated to this topic. Следующий момент – это количество. То есть мы должны убедиться, что мы даем достаточное количество молозива телятам. И есть, конечно, огромное количество книг, где целые главы посвящены именно этому аспекту. The next one is quickness. We need to milk our fresh cows quickly, and we need to feed calves quickly. Следующий – это скорость. Мы должны, причем скорость обеспечивать с 2 сторон. Мы должны быстро собрать молозиво у матери, и мы должны быстро дать это молозиво теленку. The next one is probably the one we struggle with the most on farm, and that's cleanliness. Our colostrum has to have a low bacteria count. Следующий момент, наверное, самый-самый сложный на всех наших фермах. Это чистота, то есть это микробиологическая чистота молозива, где бактериальная нагрузка должна быть очень низкой.
And our last one is monitoring or quantifying. We need to check to make sure we're achieving passive transfer, that 10, because if we're not, we probably messed up one of these other 4, and we have to go back and figure out what the problem is. И последний момент – это эффективность или инструментарий, который должен у нас быть для того, чтобы все эти параметры замерять. Потому что если мы не имеем инструментов или мы некорректно измеряем наши параметры, или мы имеем эти инструменты, но при этом видим, что мы не достигаем нужных нам результатов, мы можем сделать предположение, что какой-то из предыдущих 4 параметров у нас выпадает, и туда уделить свое внимание. So going to a farm and looking at colostrum management is not rocket science. These are the 5 things I look at, right? And when I look at these 5 things, 95% of the time I'll be able to solve the issue with the calves. Ну, то есть работа с молозивом и с телятами – это все-таки не космическая наука, да, всего 5 ключевых параметров, которые нужно держать в голове. Адам говорит, если у хозяйства есть проблема или на ферме есть проблема с телятами, имея вот этот инструментарий из 5 важных факторов, можно в 95% случаев решить проблему в лучшую сторону. So let's talk about these in a little more detail. The first thing we'll talk about is quality. Good quality colostrum has a concentration of 50 grams of IgG per liter of colostrum. Теперь разберем все эти параметры, 5 штук, более подробно. Начнем, конечно, с качества. Хорошим молозивом считается молозиво, в котором норма концентрации иммуноглобулина составляет 50 грамм иммуноглобулина на литр. So the point here is that colostrum quality varies a lot, and we need to measure it on farm. Проблема, конечно, в том, что качество молозива от разных животных очень сильно отличается. И у нас должна быть возможность замерять все молозиво от разных животных. So this is a study done in the U.S. looking at multiple farms in one region. The average colostrum quality was 41, so less than 50. Можно посмотреть на исследование, проведенное на фермах в Америке, в Пенсильвании. Средняя концентрация иммуноглобулина в 41, то есть уже ниже, чем рекомендованная норма в 50 грамм на литр. But look at the range, 14 to 94. Но если мы посмотрим на коридор значений, то он колоссально отличается. От 14,5 до 94 грамм на литр. Same thing on one large farm in Minnesota in the United States. Еще одно исследование в Миннесоте в США, такие же результаты. The average was 71. So if you were looking at the average, much better than our recommendation of 50. Среднее значение 71 грамм на литр, то есть очень хорошее молозиво, в среднем выше, чем рекомендованная норма в 50 грамм на литр. But the range, again, 14 to 132. Но опять же, коридор различных норм и показателей отличается и начинается с 14,5 и доходит даже до 132 грамм на литр. Именно поэтому все молозиво нужно замерять. Because calves that consume this 14, those are the calves that die in the first 2 months of life, and those are the calves that don't produce as much milk as cows. Измерять все это качество молозива и знать, какое качество молозива вы даете своим телятам, нужно по той причине, что те телочки и бычки, которые получают молозиво с параметром 14,5 грамм на литр, это именно те телята, которые в первые 2-3 месяца жизни выбывают, помирают и страдают от различных заболеваний. So the question is, what impacts colostrum quality?
Вопрос теперь следующий. Что же воздействует на качество молозива? The first one is nutrition. In general, dry period or close-up nutrition does not have a big impact on colostrum quality. Первое – это кормление матерей. То есть сухостой животных матерей – обычное убеждение, что рационы питания матерей не оказывают большого влияния на молозиво. Now, bad nutrition can hurt colostrum quality, but if our nutritionist is doing a good job, there's not a lot of other options we have to improve colostrum quality with nutrition. Понятно, что все мы знаем, что плохое кормление может ухудшить качество молозива, но если мы придерживаемся стандартных норм и все доводим более-менее в знакомые нам нормы, то особо сильно улучшить это молозиво не так-то просто. Dry period length. If our dry period is less than 30 days or greater than 90 days, we can see colostrum quality decrease. Следующий момент – это период сухостоя, то есть это длительность сухостоя. Большое количество экспериментов и исследований говорит нам о том, что если сухостой коровы меньше 30 дней или больше 90 дней, то есть меньше 1 месяца или больше 3 месяцев, качество молозива значительно снижается. Stress, especially in the close-up period, heat stress, a lot of pen movements, these types of things will decrease colostrum quality. Стрессы, особенно в сухостойный период, то есть это начиная от внешних стрессов, тепловые стрессы, до внутристадных, скажем так, стрессов, то есть это перегруппировки, пересортировка животных. Все это тоже влияет на качество молозива. How long it takes us to milk the cow. If we wait too long to milk the cow, colostrum quality will decrease. Как быстро мы собираем это молозиво от мамы. Если мы ждем слишком долго, прежде чем выдоить молозиво из матери, качество молозива по иммуноглобулинам также сильно снижается. Allowing the calf to suckle directly from the cow decreases the likelihood that that calf achieves passive transfer. Допуск теленка к вымени для того, чтобы дать ему высосать молозиво самостоятельно, также сильно снижает количество и достаточное качество молозива или не гарантирует, что теленок получит весь нужный объем. Because we like to think our calves are born in clean environments, but a lot of times they're not, and we can't prepare the udder of the cow and remove the bacteria. Мы все с вами привыкли считать, что мы все делаем для того, чтобы телята рождались в чистых, санитарных, гигиенически комфортных условиях для отела и для рождения теленка. Но очень часто, как вы видите на фотографии, конечно, это не так происходит, и условия, в которых они рождаются, совершенно другие. Breed and age. Jerseys tend to produce higher quality colostrum than Holsteins, and older cows tend to produce higher quality colostrum than heifers. Порода коровы и возраст коровы также влияет на качество молозива. Известным фактом является то, что джерси производит более сильное молозиво по иммуноглобулинам, чем голштины, и при этом более взрослые коровы дают тоже более высокое количество иммуноглобулинов в молозиве, чем первотелки. And finally, our vaccination program or disease. Cows that get sick in the transition period produce lower quality colostrum. И, конечно, программа вакцинации и заболевания животных матерей. То есть те коровы, которые заболевают в транзите и пролечиваются, как дают более низкое качество молозива. And our vaccination program influences colostrum quality. If we vaccinate with an E. coli mastitis vaccine,
we will have more E. coli antibodies in the colostrum. И программа вакцинации тоже воздействует на качество молозива. Если мы, например, пролечиваем матерей от маститов, от E. coli, то молозиво от этих матерей будет содержать больше иммуноглобулинов именно от E. coli. So that again brings us back to nutrition. What can we do with nutrition? Это опять возвращает нас назад к кормлению. Как нам оптимизировать, что нам сделать с точки зрения кормления матерей, чтобы воздействовать на качество молозива? If our protein and energy levels in the close-up period are adequate, our only real opportunity is trace mineral nutrition. Если базовое кормление матерей сбалансировано и количество белков и энергии соответствует требованиям матерей, единственное, с помощью чего мы можем воздействовать на молозиво, это микроэлементы. And here's a summary of studies where we fed Avela-4 levels of Zinpro minerals to cows during the dry period. Здесь на слайде вы видите исследования, где коровам в сухостое давались микроэлементы Avela-4 с точки зрения воздействия на последующий отел и на качество молозива. On average, we see colostrum IgG increase by 23.8%. В среднем мы видим увеличение количества иммуноглобулинов в среднем около 23%. Okay, how much colostrum should we feed? This one depends on your quality. Следующий важный момент – это количество. Какое количество молозива мы должны давать. Количество всегда зависит, конечно, от качества. Calves need 150 grams of IgG. So if your colostrum quality is 50 grams per liter, you have to feed 3 liters. Если мы должны дать, например, 150 грамм иммуноглобулинов, а качество нашего молозива 50, мы приходим к объему в 3 литра молозива. That's where the recommendation of 4 liters of colostrum as soon as possible came from. И отсюда как раз идет рекомендация базовая, которую очень часто все слышат, в 4 литра молозива можно скорее. We need to milk cows quickly. Следующий момент. Gives birth. Oh, sorry, go ahead. Следующий момент – это то, что коров нужно выдавить на молозиво как можно скорее. When a cow gives birth and is milked 2 hours fresh, she will give 100% of the IgG that she has in her colostrum. Если подоить корову в течение 2 часов после отела, нормой считается, что количество иммуноглобулинов будет соответствовать 100%. By waiting till she is 6 hours fresh, colostrum quality decreases by about 20%. Если мы выдаиваем мать на молозиво в течение 6 часов, мы на 20% уже только благодаря этому снижаем качество молозива и количество иммуноглобулинов. In the same way, the calf's ability to absorb colostrum decreases the older she gets. И таким же образом у телочки или у бычка, у теленка снижается способность усваивать это молозиво. Чем старше становится телочка, тем хуже она усваивает иммуноглобулины. When a calf is born, she can absorb about 50% of the IgG in colostrum. При рождении телочка может усвоить около 50% иммуноглобулинов, которые попадают ей в пищеварительный тракт. By the time she's 6 hours old, it decreases to 30%. Как только телочке становится 6 часов жизни, эта способность снижается до 30%. So this gets really dangerous if we're milking cows late and feeding calves late, because we have 2 bad things happening.
Соответственно, если два этих параметра накладываются, то ситуация становится достаточно серьезной, потому что если мы снижаем качество молозива за счет того, что поздно подоили корову, и снижается качество молозива за счет того, что теленок взрослеет в часах и теряет способность усваивать это молозиво, то есть ситуация усугубляется. Bacteria in colostrum is probably the biggest problem I've seen when working with colostrum in Russian dairies. Бактерии и микробиологическая нагрузка в молозиве, Адам говорит, это, наверное, самая серьезная проблема, которую он видел при посещении наших с вами российских ферм. But the good news is it can be very easy to solve and fix. Но хорошая новость в том, что этот аспект очень легко починить и улучшить. So we need a total bacteria count of less than 100,000 CFUs per mil, colony forming units per mil, and a total coliform count of less than 10,000. То есть базовые параметры, которые нам с вами необходимо помнить, это общее микробное число меньше 100 тысяч и количество колиформных бактерий меньше 10 тысяч. Because we know that as bacteria of colostrum increases, serum IgG at 24 hours decreases in our calves. Мы знаем, что как только увеличивается количество бактерий или общий счет бактерий, у нас значительно снижается количество иммуноглобулинов в сыворотке крови телят. And one reason for that is when calves are born, they can absorb things other than just IgG. Причиной этого является тот факт, что когда телята у нас рождаются, они могут в тонком отделе кишечника усваивать не только полезные иммуноглобулины и элементы из молозива, но и все остальное неполезное тоже легко усваивается и проникает внутрь. This is the small intestine of a calf at birth. And these dots here are E. coli being absorbed by the calf. На слайде мы видим с вами фотографию в разрезе под микроскопом тонкого кишечника теленка, и темные точки – это И. коли, легко проникающие внутрь тонкого кишечника вместе с иммуноглобулинами. And so when we have this scenario, these are calves that will get sick and have a lot of problems in early life. Если мы перенесем эту картинку на общее количество телят, например, на ферме, то именно вот эти телята, у которых наблюдается вот такое проникновение болезнетворных, патогенных бактерий и организмов внутрь, именно они заболевают и показывают падеж. So the main point of this slide is bacteria primarily come from two places. One, the feeding equipment of colostrum. Основная идея этого слайда заключается в том, чтобы мы могли понять, откуда же и где, на каком этапе технологическом эти бактерии появляются и откуда они берутся в молозиве. Первое – это посуда, это все оборудование, которое используется для выпайки молозива. Бутылки, ведра, дренчи, соски. And number two is when we're storing it. Bacteria in colostrum double every 20 minutes. So 24 hours in the freezer or in the refrigerator, can make clean colostrum very, very high in bacteria. Если вы посмотрите на слайд, то у нас идет вымя при сборе молозива, доильное ведро, куда это молозиво собирается, и дальше посуда, то есть зонды, соски, бутылки. Это один аспект. Наверное, более серьезным аспектом, где прекрасно произрастают и размножаются бактерии, является процесс охлаждения и согрева этого молозива, то есть холодильник. Последняя с правой стороны большая самая оранжевая колоночка
это рост бактерий при хранении молозива в холодильнике в течение 24 часов. За каждый час хранения молозива бактерии увеличиваются 20%, you said, in 1 hour, right? It doubles every 20 minutes. Sorry, в 2 раза удваивается количество бактерий каждые 20 минут. We do have a way to measure this, and it's with a bacteriometer, like you see here. Есть способы, инструменты, благодаря которым, например, вот счетчик зараженности или счетчик наличия количества бактерий, можно на каждом из технологических этапов измерять наличие бактерий на своей ферме. So this is actually me in Vietnam measuring some feeding equipment. На видео вы видите Адам. Это Адам в Вьетнаме на ферме занимается измерением количества бактерий в оборудовании для выпайки молозива. So our goal with the bacteriometer is to get a reading of less than 20,000. Цель наша, чтобы счет был меньше 20 тысяч количества бактерий. The reading we got here was 13 million. Результат, который Адам получил на ферме, 30 миллионов. This is an example of a farm where we were able to clean their or change their cleaning protocols and the way they take care of the equipment and completely change the health of their calves. Следствием визита на ферму был, конечно, полный пересмотр протоколов по гигиене и санитарии оборудования и технологических процессов по молозиву, и ситуация на ферме значительно изменилась в лучшую сторону. Adam, there is a suggestion, maybe we should make a 5-10 minute pause and go through some questions in the chat, because there are plenty. Okay. Sounds good. Предлагается, коллеги, сделать небольшую 5-10-минутную паузу и ответить на вопросы, которые в чате уже в достаточном количестве. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Надежда. Рада вас сегодня приветствовать на нашем вебинаре. Большое спасибо за вашу активность. Вопросов действительно поступает очень много. Первый вопрос. Как называются тест-полоски на определение аммиака в воздухе? Спасибо большое, Надежда. So, Надежда is our marketing department. She will be reading all the questions to you and me. The first question, Adam, is if we go back to the ammonia meters, those test tools that you showed, what are they called and where to find them? They are called ammonia strips. I will send you a link. There's multiple places that have them. I'll send you a link, Tasia. I think Olga has one set of them, but I'll send a link, and they are very cheap. That back, but the one box that I was holding in this image, this will probably last a year, and it costs about $6 US, so it's not very expensive. Адам говорит, что вот эти полоски, они присутствуют на рынке в достаточно большом количестве от разных производителей. Он отправит мне ссылку, скорее всего, у нашей сотрудницы, у Ольги, есть даже они в виде образца. Конкретно вот эти полоски для замерения аммиака, так и называются. И конкретно вот этого, как правильно сказать, количества хватает около года, и стоимость около $6 США. То есть это очень дешевый и достаточно простой инструмент. Следующие вопросы. Да, спасибо. Есть рекомендации по добавлению сорбата калия Е202 консерванта в молозиво перед заморозкой. Обосновано ли это? Спасибо. Next question is to storing techniques of colostrum. One of the recommendations on the market is to
conservants to colostrum as calcium, potassium sorbate, like E202. What do you think about that before freezing of the colostrum? What is your opinion on that, Adam? Those preservatives, they can work very well. I would ask to see research on a specific preservative before you use it. But what's most important is the decision to freeze. A lot of people use a refrigerator, but if you're not going to feed it within 6 hours, freeze it. Because bacteria increase in the colostrum so quickly, and we need to cool it and cool it quickly. Адам говорит, что количество консервантов на рынке также достаточно большое. Это не обязательно может быть сорбат калия. И прежде чем делать выбор в пользу того или иного консерванта, следует запросить у производителя результаты исследований и как этот консервант конкретно работает на сдерживание патогенных бактерий и на поддержание качества иммуноглобулинов, содержания иммуноглобулинов в молозиве. Адам говорит, намного важнее, чем использование консерванта, является решение, мы охлаждаем или замораживаем. Если мы знаем, что это молозиво, мы не дадим теленку в течение следующих 6 часов, однозначно нужно замораживать, а не хранить в холодильнике. And Tasia, we do have protocols that we can, written protocols for that we can share with them as well. Absolutely. У меня есть тоже протоколы по качеству, прописанные протоколы, которыми мы готовы с вами поделиться по менеджменту молозива. Как его хранить, как собирать, когда и что с ним делать. Мы ими также готовы поделиться. Большое спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, какая средняя цена теста определения бактериальной обсемененности и какие способы контроля существуют? In your opinion and in your experience, Adam, what is the average cost to figure out the bacterial count in colostrum? Can you say that again? Sorry, I'm not sure. How much does it cost to test the colostrum for bacterial count? The bacteria meters like we have can be very expensive, but we can often reach out to whoever we're sending our milk to and ask them if we can send them a colostrum sample, and they will often analyze it for us. So that's what we do in a lot of countries is we just send it to the milk processor, and they will do it for free usually. Ну, все очень сильно отличается по поводу стоимости от страны, потому что Адам говорит, вот эти приборы, которые замеряют бактериальную нагрузку в молозиве, могут быть достаточно дорогими, но чаще всего он рекомендует фермам отдавать молозиво на исследования по бак-обсемененности на молзаводы и делать с ними отдельные соглашения о том, чтобы они протестировали молозиво. Зачастую, я не знаю, насколько это возможно у нас, поправьте меня, если у нас это вообще невозможно, но Адам говорит, что из его опыта по всему миру достаточно часто молзаводы идут навстречу и делают такие анализы бесплатно. No, they're not going to analyze one for you every day, but I mean, if you send them in every so often, they certainly will do it. Конечно, не каждый день, но если индивидуально это согласовывать, то можно преуспеть. Большое спасибо. Следующий вопрос. Как Адам считает, может ли чрезмерная выпейка молока телочкам свыше 9 литров молока на голову в сутки в дальнейшем спровоцировать инсулинорезистентность во взрослом возрасте после отела? Very good question. We didn't get to milk phase yet, but the question, Adam, is, in your opinion, if you give more than 9 liters of milk per head per day to heifers, can that volume in the future create
so that the animals, when they are adult, the cows would be insulin resistant after calving? We have not seen that consistently. There is data out there that shows that the way in which we feed calves does influence pancreas function. But all the data that we've seen shows that when we feed those high levels of milk, that those calves will produce more milk when they are in their first lactation. But again, I'm a big fan of feeding those high levels of milk, but we have to make sure we're managing the weaning process and starter intake correctly. Because if we have problems with transitioning calves to solid feed, we can lose all of the benefits associated with feeding those high levels of milk. Адам говорит о том, что аккуратно отвечает, что есть исследования, которые в экспериментальном порядке сравнения животных говорят о том, что такие животные могут иметь... Есть особенности функционирования поджелудочной железы у животных, у коров после отела, которые получали достаточно большое количество молока. Но прямой связи в виде инсулинорезистентности и взаимосвязи с большим объемом выпойки на данный момент нет. Адам говорит, что я большой сторонник большого количества молока, то есть чтобы норма выпойки молока была достаточно высокой. Но нам всегда нужно учитывать нашу стоимость данного мероприятия и нашу главную задачу. То есть мы должны спровоцировать теленка к оптимальному, комфортному потреблению стартерных кормов для того, чтобы наиболее безопасным образом сделать транзит рубца с молока или ЗЦМа на грубые корма. Потому что если мы... Just 1 second, I will finish your previous suggestion. Потому что если у нас происходит задержание перехода на грубые корма, то у этих животных наблюдается более низкая молочная продуктивность. Sorry I interrupted you. I thought you were done. But there's actually, Tasia, 2 studies that I am aware of that show the opposite. That when we feed calves more milk in early life, they actually have improved insulin sensitivity later on in life. И противоречия сам себе, Адам говорит, есть на самом деле у него под рукой исследования, которые говорят о том, что больший объем выпойки в молочную фазу провоцирует лучшую инсулинорезистентность у взрослых коров после отела. The moderator, Adam, tells me that we should continue and then have some more questions in the end. Okay. So we can... We stopped at 30 million count. What's that? We stopped at Vietnam. Okay. And this is just another example of that from Japan. Еще мы с вами продолжаем, коллеги, вопросов очень много, продолжайте писать, очень это интересно все, на все ответим и отработаем в конце уже теперь нашей презентации. Следующий слайд, который вы видите, это тоже работа на ферме в Японии. This is a farm where we tested the colostrum collection bucket. Ферма, где происходит замер количества бактерий в ведре для сдаивания молозива. And it was almost 38 million. 38 почти миллионов. And so this farm was having a death loss of 20%. And then after we changed their cleaning protocols, they went the next 6 months and only lost 1 calf. На этой ферме наблюдалось падеж в 20% молодняка в молочную фазу. После изменения протоколов гигиены ситуация значительно улучшилась.
How much did you improve it? Sorry. Death loss went from 20% Yeah. to only losing one calf over the next 6 months. The next time I tested their bucket, it read a 0. То есть при смене протоколов гигиены количество бакообсемененности ведер, куда собиралось молозиво, улучшилось с 30 почти 8 миллионов до 0. И смертность молодняка с 20% в молочную фазу снизилась до 1 теленка в следующие 6 месяцев. If we're having trouble with colostrum management, a colostrum replacer might be a tool that we should consider. Если у нас на ферме наблюдаются достаточно серьезные проблемы с молозивом, можно рассмотреть такой инструмент, как сухое молозиво для решения своих насущных проблем. There's a lot of reasons we could consider using a colostrum replacer, but the number one reason is just to improve consistency. Причин может быть, почему вы решите использовать заменитель молозива, большое количество, но чаще всего это улучшение качества и стабильность качества нашего молозива. So based off all the information I've shown you so far, I believe the number one killer of calves is high bacteria levels. Из всего того, что мы вам сегодня показали, Адам говорит, я считаю, что киллер номер 1 для наших с вами телят – это высокий счет бактерий патогенных. And colostrum replacers are a tool that can help us manage that. Использование сухого молозива может быть инструментом, который позволит держать количество патогенных бактерий под контролем. So now let's move past colostrum and talk about managing calves once they get onto milk. Теперь давайте наконец-то двинемся дальше и отойдем от молозива к следующей, дальнейшей жизни телят, когда они переходят с молозива на молоко. So traditionally, we have fed calves around a half a kilo of milk powder a day, or 4 to 6 liters of milk. Традиционный подход, если используется заменитель цельного молока ЗЦМ, традиционный подход заключается в 0,5, чуть больше, около 0,5 килограмм ЗЦМ в день на голову или от 5 до 6 литров в день. However, more recently, as the question was just asked, farms are starting to feed higher milk volumes, 8 liters, 10 liters per calf per day. В последнее время, как вопрос, который нам только что озвучивали, как раз наблюдается тенденция, когда фермы начинают давать больший объем молока на голову в сутки. 8 литров, иногда даже 10 литров молока или ЗЦМа на голову в сутки. And the reason for that is there are a lot of studies out there that show that when we feed calves more milk in early life, they produce more milk in their first lactation. Причиной этого является большое количество научных данных на фермах по всему миру, которые говорят о том, что чем больше молока получает теленок в молочную фазу, тем больше молока в первую лактацию дает эта корова. You'll have to excuse me, this is in pounds, but this is showing multiple studies. When we feed calves more milk in the first 2 months of life, they will produce anywhere from 500 to 1,500 more liters of milk in their first lactation. Слайд, на который мы с вами смотрим в фунтах, но тем не менее он отражает картину. Данные говорят о том, что чем больше молока получает телочка в молочную фазу, тем более продуктивной будет ее первая лактация. И продуктивность в литрах может изменяться в сторону увеличения от 500 до 1500 литров в первую лактацию. And one reason for that is calves grow faster
when we feed them more milk, and so does their mammary gland. Причиной этого является, конечно, больший привес. Чем больше молока получает телочка, тем больший среднесуточный привес она показывает, и за счет общего привеса развивается также и молочная железа у этого животного. So what I'm showing you is 8-week-old calves. And this here is from a calf that was fed 4 liters of milk a day. Мы смотрим с вами на паренхиму молочной железы 8-недельного теленка. On 4 weeks, right? 8 weeks, 4 liters a day. 4 liters a day. 8 недель возраст теленка при выпойке 4 литров в день. And what we see in this line here, this is the tissue that will eventually produce milk. Вот эта черная линия в виде капельки – это та ткань, которая в будущем будет производить наше молоко. Now, if we look at an animal fed 10 liters of milk, we see a lot more of this tissue that will produce milk at 8 weeks of age. Если мы посмотрим на ту же самую ткань другого теленка, которому давали 8 литров молока в день, то размер вот этой будущей молочной железы, развитой паренхимы, намного больше. This is 8 times more tissue. So in 8 weeks, we were able to increase milk-producing tissue by 8 times just by feeding more milk. Размер ровно в 8 раз больше. То есть за 8 недель разница между первой картинкой и второй картинкой в 8 раз, только за счет увеличения объема молока в сутки. One thing we have to be aware of, though, is that when we feed more milk, as mentioned before, starter intake decreases. Конечно, тут очень важно помнить взаимосвязь. Как только мы начинаем давать больше молока, у нас снижается норма поедания стартера. So this is what the rumen looks like at birth. This is zoomed in, and this is looking at the rumen papillae. Это то, как выглядит рубец теленка при рождении. То есть это достаточно сильно увеличенная под микроскопом ткань ворсинки рубца. And by the time she's weaned, we're trying to achieve this. We're trying to take her from nothing to very developed villi and folds in the rumen to absorb nutrients. Следующая картинка, на которую сейчас мы смотрим, это наша цель. Это то, чего мы хотим достигнуть при отъеме от молока. То есть глубокие, хорошо развитые ворсинки рубца, которые могут далее переваривать грубую пищу. So the other thing we need to consider with how we're feeding milk is whether we're using milk replacer or milk from our farm makes a huge difference. Следующий тонкий момент – это все-таки используем ли мы молоко с нашей фермы, от наших коров для выпойки телят, или мы используем заменитель цельного молока ЗЦМ. There are 4 parts of milk or milk replacer: fat, protein, lactose, and minerals or ash. И молоко из ЗЦМ глобально состоит из 4 групп элементов, скажем так. Это белок, протеин, это жир, это лактоза и микроэлементы. Because protein and fat are generally fixed in a milk replacer formula, oops, my thing's moved, but sorry about that. Milk replacers will have more lactose than whole milk. Зачастую в наших ЗЦМах от разных производителей жир и белок зафиксированы. На слайде немножко съехал курсор, но содержание обычно стабильное в ЗЦМе именно по белку и жиру.
Таким образом, в ЗЦМах намного больше может быть лактозы, чем в обычном молоке. And that can cause problems because calves develop the ability to absorb lactose at a very variable rate. И это может приводить к проблемам, потому что разные телята вырабатывают способность перерабатывать лактозу с разной скоростью развития. The other thing we need to be aware of, and again, sorry my box has moved, but milk is going to have a much higher fat content than milk replacer. Следующий момент – это то, что в молоке содержание жира будет всегда выше, чем в заменителе. And that high fat content can make achieving starter intake more difficult. И если у нас в молоке больше содержания жира, чем в ЗЦМе, это может снижать скорость потребления стартерных кормов. The other thing we need to be aware of is that whole milk is deficient in most of our vitamins and minerals. Следующий момент, о котором нужно помнить, это то, что цельное молоко с нашей фермы может иметь недостаток микроэлементов и витаминов, необходимых для стабильного роста теленка. Whole milk provides about 66% of our daily zinc requirement, but almost nothing for any of our other trace minerals, manganese, copper, cobalt, iron. It's very deficient. В цельном молоке, коровьем молоке наблюдается около 66 в среднем процентов от ежесуточной нормы цинка, необходимой для роста теленка. По остальным микроэлементам, таким как марганец, медь, железо, кобальт и йод, коровье молоко чаще будет иметь достаточно сильный недостаток по сравнению с ЗЦМом. Whole milk provides a lot of vitamin A, but it is deficient in vitamin E, vitamin D, and 5B vitamins. По витаминам в молоке от коров достаточно много витамина А, но по остальным витаминам также наблюдается недостаток. Витамин Е, витамин D2 и B2 обычно в коровьем молоке в недостатке. And that's important because these vitamins and trace minerals are very important for immune function. Это важно, потому что для корректной работы иммунитета теленка необходимы как раз все вот эти микроэлементы. So this is an example of a farm in Texas in the United States that raises 60,000 calves on milk. 60,000 per year? At any given time. So it's a lot more than that a year. So it's like one moment picture. Exactly. Ферма, мы смотрим с вами на фотографию с фермы в Канзасе, которая имеет единомоментное содержание 60 тысяч телят. So this farm was feeding whole milk from local farms and was having some significant issues with health and death. На производстве использовалось коровье молоко, цельное молоко от ближайшей фермы, и наблюдались достаточно большие проблемы со здоровьем животных. I don't know if you've ever seen 60,000 calves at once, but it looks essentially like the World Cup Stadium in Moscow. And when you have that many calves, this farm was averaging about 200 dead calves a day. Не знаю, видели ли вы такого масштаба производства по выращиванию молодняка. Я лично видела только 8 тысяч телят в одном месте. Но Адам говорит, что это выглядит как битком набитый спортивный стадион во время чемпионата мира по футболу в Москве или в любой другой стране. Это очень много телят на одной площадке, и при таких масштабах у них средний падеж
заключался в 200-200 телят в день. So we created a package for them, a vitamin and mineral package that they could add to their whole milk to try to improve health and death loss. С нашей стороны был разработан препарат, который состоял из микроэлементов и витаминов, который можно было добавлять в сырое коровье молоко для выпойки этих телят, для того, чтобы решить проблемы со здоровьем и со смертностью. That vitamin and trace mineral pack reduced death loss on farm from over 200 calves a day to the best day they ever had was 7 dead calves a day. Результат по смертности с 200 голов в день снизился до 7 голов в день, и это был их лучший результат. They have since increased, and now they are averaging about 20 dead calves a day. But again, we took them from 200 down to 20 just by focusing on trace mineral and vitamin nutrition in the milk. Сейчас опять показатели по смертности выросли на хозяйстве, ну или на производстве, корректно сказать, с 7, результат которого мы смогли достигнуть, до 20 телят в сутки. Но если все-таки сконцентрироваться на первоначальном результате с 200 до 7, это очень сильное, конечно, улучшение и увеличение сохранности поголовья только за счет витаминов и микроминералов. And the reason I showed this picture is because if this farm with 60,000 calves can manage a protocol like that, any farm can do it. Почему Адам показывает фотографию именно с этого хозяйства? Он говорит о том, что если производство конвейерное по выращиванию 60 тысяч, единомоментному выращиванию 60 тысяч телочек в Америке может улучшить свои протоколы и улучшить микроэлементное кормление для телят, то любая молочная ферма в России тоже сможет этого достигнуть. So we have done some work in this area with Zinpro minerals, where we put Zinpro minerals into milk replacers for calves that were being fed around 8 to 10 liters a day. С нашей со стороны Zinpro были произведены исследования, когда микроэлементы были добавлены в ЗЦМы, которые использовались на хозяйствах. И выпойка была увеличена с 6 до 8 литров в сутки. And what we see is those calves are about 7 kg heavier at 9 weeks of age. Контроль был произведен в 9 недель жизни, и телята с добавлением микроэлементов в ЗЦМ выходили приблизительно на 7 килограмм тяжелее при отъеме. And what we see also is a significant improvement in death loss, about a 50% or more reduction in death loss when we focus on high quality trace mineral and vitamin nutrition in these baby calves. И на этих же животных, только здесь для испытания были использованы бычки молочных пород, снижение смертности произошло практически в 2 раза при контроле именно витаминного и микроэлементного состава молока или в данном случае ЗЦМа. And it comes down to reducing this, right? If we reduce treatments, our calves grow faster, so they'll produce more milk, and there's no negative effect of these treatments on future milk yield. Все опять упирается, конечно, в ветеринарное лечение. То есть если мы обеспечиваем наших телят достаточным объемом, достаточно большим объемом молока с корректным снабжением микроэлементами и витаминами в основном виде корма, молоко, то мы таким образом снижаем ветеринарную нагрузку и количество лечений каждой конкретной головы. Таким образом, конечно, состояние здоровья улучшается и снижаются ветеринарные расходы. So we have recommendations for macro minerals, trace minerals, vitamins. Not going to go through this
but it's a slide that can be shared with all of you, so you have it as a reference for calves. Подробно разбирать каждый из этих микро- и макроэлементов мы сейчас не будем. Если есть необходимость, можете сделать скриншоты. Если нужно, мы отправим вам этот слайд. Это наши рекомендованные нормы по содержанию макроэлементов и микроэлементов и во всех видах кормов теленка. То есть это и заменитель молока, и престартерные и стартерные корма. So this is then what I call my ideal calf program. На следующем слайде, отвечая на один из вопросов в чате, можно увидеть то, что Адам называет «моя идеальная программа кормления телят». Certainly it's going to vary based off the farm, the goals of the farm, and what they're able to do from a labor standpoint. Эта программа, конечно, условно идеальна, потому что она очень сильно отличается от фермы к ферме, от того, в каких условиях телята содержатся, сколько персонала может обслуживать этих телят и чем они выпаиваются. So my goal is to feed somewhere around 8 liters of milk, at least, and to have calves consuming that amount for the first 8 weeks of their life. Адам говорит, моя идеальная цель – это чтобы телята получали 8 литров молока в сутки в течение первых 8 недель жизни. And then most importantly, I want to see us gradually step down that weaning process so calves begin to consume starter and don't struggle with the weaning transition. И самым важным аспектом, конечно, является постепенный отъем от молока, чтобы постепенно увеличить поедание стартерных кормов, чтобы у теленка не было кормового стресса при резком переходе с одного на другое. So some important things to consider, and I apologize, this slide is just a lot of words. But first is every farm is different. I work with farms in Mexico that want to feed 15 liters a day. So again, it all depends on the farm. Примечание или слайд, который можно тоже сделать скриншот, и вещи, которые стоит запомнить себе для применения на ферме. Адам говорит, самое важное, прошу прощения, что одни слова на слайде не очень визуальные, с картинками, но зато самый важный. Адам говорит, я работаю с фермами по всему миру, есть хозяйства в Бразилии, которые выпаивают, например, 15 литров молока на голову в сутки. Поэтому все хозяйства, все фермы, все предприятия очень сильно отличаются. We need to offer water and concentrate from birth. Water and concentrate intake are very related, and we need to offer it from the day calves are born. Вода и стартерный корм или престартерный корм, у кого что, предлагаются теленку с рождения. Для бережного развития рубца нам необходимы стартерные корма, а для того, чтобы они усваивались, нам необходима вода. Это является исключительно важным параметром успеха, чтобы вода и стартерные корма предлагались теленку с рождения. We can house calves individually in hutches the entire time, or we can group house them. Both are very effective ways to raise calves, but our management strategy changes depending which we choose. С точки зрения содержания можно держать индивидуально в домиках холодного содержания, можно группировать телят, и та, и другая технологии приемлемы и имеют место быть. Единственное, что менеджмент обращения и процедуры, операции, которые выстраиваются вокруг выбранной технологии, конечно, будут немножко отличаться. I want to see calves consuming 1.5 kilos of starter a day, at least 3 days in a row before we wean them. And then when calves are weaned, I want to see them on that same concentrate for at least a week. Don't change their grain the day they're weaned. С точки зрения отъема, параметры, которые Адам озвучивает, это потребление 1,5 килограмм стартерного корма в течение как минимум 3 дней ровно, прежде чем у теленка полностью происходит отъем от молока. И дальше
смена стартерного корма с престартера на стартер, например, или с стартера на грубую корма происходит не резко, а Адам говорит, что нужно выдержать как минимум неделю после отъема от молока на знакомом теленку корме, прежде чем вводятся другие корма. It's all about reducing the number of transitions that can cause stress to the calf at any given time. Делается это с целью снижения кормовых стрессов, чтобы снизить нагрузку на транзит рубца, чтобы как можно меньше добавлять кормовых стрессов в одно и то же время, а делать их более плавными. So if you're feeding a milk replacer and you're feeding these higher levels of milk, 22 to 24% protein is a good target to shoot for protein content. Если вы на ферме для выращивания телят используете ЗЦМ, то нормой по белку, к которой стоит стремиться, это стабильно 22-24%. And if we're pairing that with a concentrate, 22 to 24% protein, I've seen 18 and 20% work as well, is a good goal. And then reduce the protein content for their next concentrate after the starter. Если мы добавляем помимо протеина из ЗЦМ, мы добавляем, конечно, телятам протеин из стартерных кормов, то мы стремимся все-таки иметь протеин в стартерном корме тоже 22-24% белка или протеина. Адам говорит, есть варианты и примеры, когда протеина в стартерных кормах может быть от 18 до 22%, и это тоже срабатывает. И тогда снижение по протеину в стартерных кормах должно происходить позднее. And then perhaps most importantly is that starch content of your concentrate, because that's what's going to help develop the rumen. It's not uncommon to see starch content in the concentrates in the United States of 45%. So calves can consume a lot of starch. И очень важным моментом в стартерных кормах является наличие крахмалов, потому что рубец развивается и ворсинки в рубце развиваются именно за счет крахмалов в стартерных кормах. В Америке зачастую в стартерных кормах используется до 45% крахмалов. And then what's important is, again, that weaning transition. If calves are on 8 liters, I want them to be then on 4 liters for a week. 2 liters in the morning, 2 liters at night. И по тому, как снижать норму выпойки молоком, Адам говорит, также очень важен гибкий, гладкий переходный период. Если теленок получал 8 литров молока в сутки, то мы переводим его на 4 литра и также в течение недели выпаиваем ему 4 литра 2 раза в день, с утра и вечером. And then we should remove one of those feedings. So now we're just feeding 2 liters a day, and we should do that for a week. Really make sure that we are getting our starter intake increased. И после того, как мы заканчиваем неделю на 4 литрах, мы одну из этих выпоек, утреннюю или вечернюю, одну из них убираем и оставляем теленка еще на одну последнюю неделю только на одной выпойке в день в 2 литра, для того, чтобы спровоцировать и увеличить, нарастить объем потребления стартерных кормов. Okay, and so now I'm going to end just by showing you some of my key performance indices that I use to benchmark farms. И мы подходим с вами уже к завершению нашего вебинара. Спасибо всем тем, кто додержался до самого конца. Напоследок Адам говорит, я хочу показать вам 2 своих важных слайда с параметрами производственными, которые Адам использует при работе на фермах. So I'm not going to go through all of these in extreme detail, but again, these are a lot of the things we talked about today. When I'm on a farm, these are the benchmarks that I'm using. This one specific to colostrum to determine how things are going.
Все их не будем разбирать, потому что их очень много. Многие из них мы проговорили сегодня, так что можете также сделать скриншоты для использования на своих фермах. Этот слайд посвящен конкретно бенчмаркингу или производственным параметрам, которые помогут вам привести протоколы по молозиву в порядок. So I'm okay with these being shared with the group for references. And again, we have more of these performance indices for pre-weaning management, post-weaning management, and assessing animals when they calve in for the first time. Мы с удовольствием, если у вас будет такая необходимость, поделимся с вами этими слайдами, только вам нужно будет написать либо мне, либо Александру, либо Ольге. Адам говорит, без проблем мы вот эти 2 слайда поделимся с аудиторией, чтобы вы могли использовать это у себя. Первый слайд был посвящен молозиву. Данный слайд, который вы видите сейчас, посвящен отъему телят от молока и другим аспектам, связанным уже с более взрослыми животными, как нам нужно выращивать телят в молочный период, к чему мы хотим прийти по осеменению и отелу этих голов в более взрослом состоянии. So I will leave it at that, so we have some time for questions. Thank you. In summary, first, feed colostrum correctly and make it a priority. Мы на данном этапе завершаем наш вебинар, по крайней мере, часть презентации. Адам благодарит вас за внимательное внимание. Прошу прощения за тавтологию. И в виде резюме несколько основных аспектов. Молозиво и кормление молозива правильно. But remember, the way we feed the cow, even though we didn't talk about it a lot today, does impact that calf when she's still a fetus. Кормление коровы или кормление матери очень сильно влияет на воздействие, очень сильно воздействует на развитие эмбриона и будущего теленка. We need to understand that calf's needs, and that's going to vary a lot depending upon if we're feeding milk from our farm or milk replacer. Нам нужно понять потребности наших телочек и их потребности по питательности, по тому, какие корма и сколько кормов нужно, очень сильно зависит от того, мы используем молоко, цельное молоко от коровы или ЗЦМы. And remember that every decision matters. Something as small as E. coli and bacteria in colostrum can completely change your calf's life. Every decision matters. И последний момент, конечно, сейчас я прервусь ненадолго. Напишите, пожалуйста, говорят, звук пропал. Напишите, пожалуйста, слышно ли нас или нет. Пишут, что слышно. I'm just checking in because they are writing that the sound disappeared, but other people are writing that there is a sound. So we are fine. Every decision counts. So I'm going to stop there, Tasia, to leave some time for questions. I didn't want to go through the KPIs in too much detail. I figured you could share them with them at a later time as well as a reference, but you can open it up for questions and we can try to answer them. Абсолютно. Yeah. Последний момент – это то, что каждое ваше решение имеет значение. То, что вы примете, те решения, которые вы примете на своей ферме сегодня, покажут результаты через 2-3 года, когда вы будете сначала через год осеменять, а через 2 года принимать отелы у ваших телочек. На данном этапе, на данном моменте мы завершаем нашу презентацию. Адам благодарит вас всех за внимание и готовы ответить на вопросы. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Таисия. Thank you very much, Adam. У нас очень много вопросов. Спасибо большое, коллеги, за ваше активное участие в вебинаре. Первый вопрос. Каков механизм влияния микроэлементов на увеличение IgG в молозиве? Пока мы будем отвечать на вопросы, я тех, кто слушает ответы, попрошу написать вашу обратную связь, понравилось, не понравилось, какие еще вопросы нам стоит по телятам озвучить в будущем, на будущих вебинарах. На
Nadezhda is thanking us for the presentation, Adam, because there are a lot of questions in the chat and people are very curious. And one of the first questions is which aspects of micro trace minerals and microelements are in the mothers are influencing IgGs? Yeah, that's a good question. We get asked that a lot. I believe that the biggest influencer is the zinc, because we've done work in the US that I didn't show you today with even higher levels of zinc, and we continue to see that response sort of linearly improve. So I do think that it's zinc, but certainly all of these trace minerals improve health of the cows, and anything that improves the health of the cow is going to improve her colostrum quality. So I think zinc's really important, but they're all important. Very good answer. Адам говорит, отличный вопрос, Надежда, спасибо тем, кто его задает. Первый ответ – это цинк. Цинк – это король всех микроэлементов. Цинк в рационах, ну, как органический, усваиваемый, биодоступный цинк в рационе матери в сухостойный период оказывает колоссальное, значительное воздействие на количество иммуноглобулинов в молозиве. Но помимо цинка, это весь комплекс микроэлементов, который нужно дать матерям в сухостойный период. То есть один микроэлемент невозможно выделить, все микроэлементы важны. Еще вопросы, Надежда? Да, спасибо большое. Не будет ли сильного снижения привесов при снижении объема выпайки при снятии в 2 раза, как на слайде у Адама? If we go back, Adam, to your ideal program of how many liters per day, do you think there might be a considerable reduction in average daily gain when we reduce from 8 to 4 liters in a short period, and then from 4 to 2 liters? Yeah, so, and again, that's where the comment that every program is a little bit different comes into play, because certainly the quality of the concentrate is going to impact this. If we have a good quality concentrate, hopefully calves will be consuming quite a bit of it before we drop them from 8 liters to 4 liters. And the goal with this drop is we want to drop it enough so that the calf notices the milk has disappeared, so she starts to then eat. But we don't want to drop it too much to the point where she can no longer meet her needs, right? So you might see a little decrease in gain here, which you always will a little bit, but by managing it correctly, hopefully that drop is not extremely noticeable or extremely severe. And again, every farm's different. That's like the major message, that every farm is different, and I fully agree with you on that. And again, you know, if this is whole milk, yeah, we could have some problems because they're consuming so much fat that they probably weren't consuming starter. If this is milk replacer, I think it should be a much easier transition, and that's where the calves are. It's a little bit of an art and not as much a science sometimes. Ответ на вопрос, озвученный, Надежда, это немножко магии и волшебства, и каждая ферма индивидуальна, и все равно каждую ферму нужно разбирать отдельно, и мы готовы этим заняться. Адам говорит, что во-первых, конечно, резкое в 2 раза сокращение происходит только тогда, когда телята потребляют достаточное количество концентратов. И у нас также есть протоколы по поеданию концентрата, которые мы можем предоставить. Но уменьшение среднесуточного привеса не должно происходить, если у нас все в порядке со стартерными кормами. Во-первых, теленок ест достаточное количество стартерных кормов. Во-вторых, стартерные корма полностью отвечают необходимым требованиям по питанию, по протеину и по микроэлементам. Если мы выпаиваем все-таки коровье молоко и резко снижаем, допустим, с 8 до 4 литров в день, то да, конечно, может произойти небольшое снижение среднесуточного привеса,
потому что в коровьем молоке, как мы сегодня уже говорили, больше жира, чем в ЗЦМе. Если для выпайки используется заменитель молока, то провалов при весе не должно происходить, если у нас анатомично выстроена выпайка и если у нас протеин и в ЗЦМе, и в стартерных кормах, все опять упирается в качество стартерных кормов, соответствует потребностям теленка. Еще вопросы? Да, спасибо большое. Уточните, пожалуйста, каким прибором определяется частота оборудования для выпайки? Can you please, Adam, specify what is this meter and tool for bacterial count in all the buckets and drinkers and teats? How does it look? Where to buy it? Can you send me some links that I can share? So it is called a bioluminescence meter, is what it is. It measures bacteria. And so this right here is the old one. Mm-hmm. It's that one is the one they no longer make anymore. You can buy a refurbished one. And you can see here, this is my one that I own. They Mm-hmm. are very expensive. So I can share with you, Tasia, the information for it. They are very expensive, close to $3,000 to $4,000 US. Okay. So we don't see many farms that purchase them. But what we do is it's a free service that Zinpro can provide when on farm doing audits. And then we develop sanitation audits and reports. And then every time we're at the farm, we continue to build on that so we can see how things are progressing over time. You use this swab here to swab a surface. You then insert the swab into the meter, and Mm-hmm. within 5 seconds, it gives you a reading of an estimate of your bacteria counts. And that means that I can have one and use that during the audits on the farms? Yeah, so we use that to conduct farm audits, and the only thing we need to be aware of is we are looking specifically for bacteria. If I went into the freestall barn and stuffed this into the water that the cows are drinking out of, the plant cells from the corn silage, for example, can contaminate your results. So when we're using it, we need to be using it on a clean surface that we're looking at bacteria residues. So we need to be keeping that in mind as well. Okay, got it. Прибор называется биоиллюминесцентный прибор для конкретно замерения бактериальной нагрузки в молозиве и в молоке. Данный прибор, вот на видео, которое Адам показывал, стоит около $3–4 тысяч, и это устаревшая модель. В принципе, их можно найти на рынке. Мы часто используем данные приборы при посещении хозяйств. Они у нас в наличии есть для того, чтобы замерить ситуацию на конкретной ферме, предоставить было-стало или как минимум было и протокол с рекомендациями, что делать хозяйству, ферме с точки зрения менеджмента, как улучшить протоколы. Он работает таким образом, что собирается, как вы видите, с сосок или с зондов или с ведер флора для замера количества бактерий. И единственная тонкость, что нужно это делать на чистой посуде, потому что если использовать это, например, на грязной посуде, то если, например, попадают остатки грубых кормов или силосов, то они, конечно, очень сильно нарушают картину по количеству бактерий. Данные приборы тоже есть на рынке. Адам обязательно пришлет мне ссылку, и кому она будет нужна, напишите мне, я отправлю вам подробное описание. Большое спасибо, Таисия. Про протеин при стартере. И стартере есть данные от Адама. 22–24% и 18–22% соответственно. А что по поводу энергии? По поводу времени еще, Надежда, вы контролируйте, пожалуйста, ладно?
сколько у нас времени есть. И сейчас я спрошу у Адама, сколько у него есть времени на вопросы. Да, спасибо. There is a question about protein and energy, Adam, but before that, how much time do we have from your side for questions and answers? You just keep asking. У Адама много времени, коллеги, продолжайте задавать вопросы, поэтому контроль времени, Надежда, в ваших руках. The question is about protein and starter. You showed the slide with content and the requirements for protein in the starter feeds, 22-24, from 18 to 22 respectively. What about energy content? Yeah, so energy content of our starters is going to be, in all honesty, we don't have as an industry an extremely good handle on overall energy content of starter. So we generally talk about it from a starch and a fat content. I mean, your fat is going to be anywhere in that 3 to 7% range, depending upon the sources of your feedstuffs going in. Obviously, we don't want to get too much above 5%, just like with lactating cows, because you can start to interfere with gut function and things like that. Starch content can get up to 45%, and it's again going to depend on the amount of milk we're feeding and whether it's whole milk or milk replacer. In terms of overall energy, in terms of megacalories per kg, starters tend to fall in kind of that 3 to 3.4 range. So they get very energy dense, again, because of that high starch content compared to, your lactating cow diets and things like that. But that's, again, all because we're trying to drive in this rumen development, this growth. Energy content of the starter is important. Starch content is most important because calves are going to get a lot of energy from their milk or milk replacer, and it's very efficiently digested and used. So we just need to keep that in mind. Okay. I can look at a starter formula and give you feedback, things like that. So I guess that's my answer. Okay. Got it. Thank you. По поводу энергии, очень на самом деле неоднозначный вопрос. Адам говорит, мое мнение, что у нас в индустрии всех компаний, которые производят так или иначе или имеют отношение к производству стартерных телячьих кормов, нету общего мнения по поводу того, сколько должно быть энергии. Если разбить эту энергию на категории, она в любом случае складывается из жира и крахмалов. По жиру содержание может быть все что угодно, от 3 до 7, но Адам говорит, нежелательно, чтобы содержание жира было больше 5, потому что это, опять же, во-первых, снижает потребление стартерных кормов, во-вторых, нарушает работу рубца. По крахмалам это может быть до 45% в целом, потому что большую энергию теленок берет все-таки для привеса из крахмалов. Если говорить про общую обменную энергию, мегакалории на килограмм, это будет где-то 3-3,4 единицы. В принципе, наш подход такой, что если у вас есть в этом необходимость, напишите, пожалуйста, что у вас есть у хозяйств, у ферм запрос на пересмотр стартерных кормов мне или Александру или Ольге, и мы обратимся к Адаму или к Хью с просьбой пересчитать и дать наши рекомендации. Также не только по основным категориям, но и по микроэлементам в стартерных кормах. Спасибо большое, Таисия. Я предлагаю задать последний вопрос. Не будем задерживать нашего спикера. Я собрала все вопросы, мы их обработаем и пришлем ответы на почту. Либо, уважаемые коллеги, вы можете напрямую обращаться к нашим специалистам по КРС в России. Итак, последний вопрос. Использует ли Адам резаную солому в молочный период? И как он относится к использованию моноэнзима натрия в данный период?
Спасибо большое. Единственное, что на те вопросы, на которые мы сейчас в чате не ответим, если кому-то нужна реакция, вы их, пожалуйста, не только в чат пишите, Надежда их соберет, и вы пишите их напрямую на телефоны, на WhatsApp, соответственно, нам троим, чтобы мы донесли их до наших зарубежных специалистов. So the suggestion, Adam, is that there are too many questions to answer all of them. And we suggest to have one last question, which is very interesting and curious. You will be able maybe to answer the whole discussion in the market created by using of the cut straw in the starter feeds. But what I'm also saying is that if the farms have questions to analyze or get our recommendations from you, they can send me or Olga or Alexander their questions and starter rations, and we will be able to give them the answers. Is that correct? Absolutely. Absolutely, yeah. Anything, even if there's questions we can't answer here that they want to have answered still, they can send those and we will get them a response quickly. Absolutely. Thank you very much. So the last question is that when Zinpro was bringing in last fall in 19 a Spanish specialist to the Young Stock webinar in Moscow, he was giving a recommendation that it is beneficial to use the cut straw pieces from 2 to 3 centimeters in size as additives to the concentrate suggested to the calf on daily basis. And the discussion was that it can increase the consumption of concentrate because it basically works like a toothpick among the papillae in the rumen. That is question number 1. The question number 2, as the second part here, is what is your opinion about natrium monenzyme usage during the milk phase for the calves? Okay, so let's start with the first one. So I know who that Spanish guy is. His name was Alex Bach, right? Yes, exactly. I forgot the name for a second. Yeah, Alex I know yes. Alex very well. Yeah, so I don't disagree with Alex. So the first thing we need to understand about the straw is that the straw is not important the straw itself does not help with rumen development. It is going to, so hay and straw, those things, they provide that rumen scratch factor that you mentioned, and they are important for developing the muscles around the rumen. That is going to, there are some diets where it is going to be beneficial and improve intake, and there's some where it won't. In Russia, we tend to use starter and concentrates with finer particle sizes than we do in some other parts of the world. So another part of the world that's very similar to Russia with their concentrates is Mexico. We see a lot of very finer particle sized feeds. And when we can add a small amount of fiber to that diet, we can see intake increase because we're not having that severe of a depression in ruminal pH. Calves do have a requirement for fiber. We want to make sure that we are meeting that requirement without compromising energy intake or starch intake. So yes, I agree with Alex, but it does very much depend on the given feed you have on that farm. It's going, again, be farm specific, but it's not going to work for everyone. Общий ответ на вопрос по поводу использования резаной соломы в молочный период. Адам говорит, да, конечно, мы знаем этого специалиста, Алекса Баха из Испании, который привел пример. И Адам говорит, мы с ним много лет знакомы. Я ни в коем случае с ним не спорю, но со своей точки зрения скажу, что это опять farm-specific, то есть это все индивидуально для конкретной фермы. Нужно понимать, что сено и солома не несут для теленка никакой питательной ценности. Они работают в виде, вот как он говорил, в зубочистке, да, для улучшения роста ворсинок. Адам говорит, что оно работает по принципу царапывания стенок рубца, но за счет этого развивается больше мышечная мускулатура самого рубца.
И это очень сильно зависит, действие этой введения или не введения резаной соломы очень сильно зависит от того, из чего состоят стартерные корма. Потому что если, например, большая часть в России используемых стартерных кормов состоят из как это правильно сказать, из не крупной фракции кормов, а из мелкой фракции кормов. И такие же корма, например, используются в Мексике очень часто. Для того, чтобы дать клетчатку, можно периодически с аккуратностью, для того, чтобы увеличить мускулатуру рубца, для таких стартерных кормов вводить солому, но это сработает не на каждом хозяйстве, не на каждой ферме. Do you have more comments about that? Yeah, so if we don't feed fiber, you'll see calves start to eat their bedding, right? They'll start to eat the straw because they have a requirement and a desire to eat it. The thing that's dangerous is if we provide too much long stem hay or forage, for example, and then we are not getting the starter intake that we need from these calves. So we're not getting rumen development, and we are not getting, and we're having struggles then with the weaning transition because of a lack of starter intake. So it's very much, you know, on a case-by-case basis, pairing the fiber with the starter diet and the concentrate diet to make sure that we're not compromising development and growth of that calf. And I can't remember, Tasia, what your second question was, so you'll have to repeat it. About natrium monenzyme usage. Natural what? Monenzyme, natrium. Methionine? Monenzyme, monenzyme. Oh, enzymes. Yeah. Let me just translate your second part first. Okay. Вторая часть вопроса, коллеги, по поводу клетчатки, соломы и всего вот этого связанного в отношении стартерных кормов, заключается в том, что когда это действительно так, что телятам нужна клетчатка для того, чтобы все-таки развивать рубец. И когда клетчатки не хватает, телята начинают жрать подстилку. Если мы для того, чтобы они не поедали собственную подстилку, предлагаем им сено в этот момент, нужно знать, что мы не провоцируем развитие как раз ворсинок в рубце, мы только занимаем объем, имеющийся объем рубца. Поскольку наша с вами цель все-таки оптимально развить рубец, чтобы он мог корректно усваивать грубые корма всю дальнейшую жизнь животного, то баланс с наличием клетчатки и крупности или мелкости помола элементов стартерных кормов, и к этому моменту нужно относиться очень аккуратно. Но потребление энергии и развитие рубца идет не из-за сена и не из-за соломы, и ни в коем случае не, конечно, из-за поедания собственной подстилки, а исключительно за счет потребления стартерных кормов. И последний вопрос тогда, вот мы сейчас ответим про натрия монензим и на этом будем завершать. Помол имеется в виду в грануле, то есть то, из чего состоит гранула, когда до того, как она прессуется в гранулы, насколько крупный или мелкий помол. Yes. So is your question about monensin? Yes, that is correct. Okay. Sorry, I misunderstood you. Yes, so monensin and coccidiostats are a very well-researched technology. Absolutely do recommend using them in calves to try to lessen the impact of coccidiosis. And they also have some benefits they've shown to improve some growth rates a little bit. Again, we have to remember with every starter that we are feeding monensin with, for example, monensin is going to be formulated into your starter at a set intake level. So our goal needs to be to get to that intake level as quickly as we can to make sure that we're getting the full effect of the coccidiostat. I'd say 99% of concentrates in North America have a coccidiostat.
and they work very well. So I'm not sure what the question was exactly getting after, but yes, I do recommend them. No, basically, what is your opinion about using it during the milk stage of the calves? Yep, absolutely. And if you're using a milk replacer that has a coccidiostat in it, you can try to pair it with a starter with the same coccidiostat. But yeah, very common to use it during the milk stage. Recommend it. You want to get it in the system and get it working before we wean calves and get into those periods where we have a higher risk for coccidiosis. По поводу мнения, как Адам относится к использованию монензима натрия в данный период, тут поправьте меня, если я не права, он используется как кокцидиостатик в большом количестве стартерных кормов. Адам говорит, что в Америке большая часть стартерных кормов, конечно, содержит кокцидиостатики и монензимы, и они очень хорошо держат под контролем риск возникновения кокцидиоза. Также есть исследования, которые говорят о том, что использование или введение монензимов в стартерные рационы немного, но улучшает среднесуточные привесы. Поэтому, если вопрос просто, как он относится к использованию, мнение Адама, то да, он говорит, я рекомендую, чтобы монензимы присутствовали в кормах у телят. Back to one last question, just to clarify, maybe I'm doing wrong in translation. When we talk about straw and hay and fineness of the starter feed, Adam, we're talking about the fiber intake or the fiber need and consumption of the starter feed. We're talking that the fineness of the starter feed or the pellets itself. Yeah, so we're talking about the particle size of the concentrate essentially, because when you have those finer meals or mashes, or for a concentrate, you tend to not have a very high fiber content associated with them, or really no effective fiber at all. So we can really see our pH in the gut or in the rumen drive down a lot. So that's why when we see these meal or mash type starters that are very fine in terms of particle size, it's very important. Now we do get some sort of fiber source. We see a lot of starters like that in Mexico, in Russia, in other parts of the world. It's very important that we get a fiber source that can help kind of buffer that and lessen that effect. So that's probably what Alex was recommending. I do agree with him. I tend to think that the 3 centimeter chop length is maybe a little long, but that's a whole other conversation for another day. We can talk about that some other time. But I do agree with Alex that with those types of starters, we need a fiber source. По поводу, коллеги, дискуссия помола стартера или стартер в виде мучки или